Плетенка, завиванец или эту выпечку еще называют бабка, но вне зависимости от названия это вкусная, сдобная, сладкая и в меру влажная выпечка. Сегодня покажу, как можно очень просто из закваски стопроцентной влажности получить 50% сладкую закваску, максимально похожую на левита мадре всего за ночь. Перекормим закваску, приготовим на ней два типа бабки, приготовим универсальное сдобное тесто, которое можно использовать не только для плетенок, но и для многих других изделий, сдобных на закваске. Для приготовления сладкой плотной 50% пшеничной закваски нам понадобится 35 грамм воды, все измеряю в граммах. Сюда же я добавляю 20 грамм сахара и сюда же я добавляю 25 грамм стопроцентной пшеничной закваски. Закваска стопроцентная пшеничная у меня из холодильника, я ее не кормила, она как есть, в холодном виде. Все это хорошенечко перемешиваем и сюда же добавляем 80 грамм муки. Муку я беру ту же самую, которую я буду использовать для сдобы. А если более конкретно, то это мука общего назначения белок 11.7. Все это хорошенечко перемешиваем и получается у нас вот такая густая масса. Такую массу очень неудобно вымешивать ложкой, поэтому я ее переложила на стол и буду вымешивать руками. Занимает это буквально 2-3 минуты, масса вся объединяется и превращается в такой хороший комочек. Делаю я это все накануне вечером, перекладываю закваску в банку, накрываю ее крышкой и так она у меня будет стоять при комнатной температуре до утра. Я даже помечать не буду ее уровень, и так будет видно визуально, насколько она поднимется. Закваска у меня простояла всю ночь, вот так хорошо она поднялась, практически в 3 или 4 даже раза. Очень хорошо пахнет, напоминает запах, именно запах сдобы, напоминает запах кулича, и она очень пушистая и очень ароматная. И далее тесто можно замешивать либо руками, либо миксером. Я буду замешивать сегодня в миксере. Сюда я вливаю 300 грамм молока, именно в граммах я измеряю молоко. Молоко у меня комнатной температуры, сюда же я всыпаю 80 грамм сахара, 8 грамм соли и 2 яйца. Яйца также должны быть комнатной температуры, теплые. И сюда же опускаем всю нашу закваску. Закваска достаточно плотная, ее не очень удобно вытаскивать, но в итоге она собирается, и я ее опускаю и немножко поперемешиваю ее с молоком. Нам понадобится насадка крюк, опускаем миксер и начинаем вымешивать на самой низкой скорости. Вымешиваем так несколько минут, и затем нам нужно будет добавить нашу муку. Всего муки по рецепту понадобится 600 грамм. Белок у меня здесь 11.7, это мука общего назначения. Муку нужно будет подсыпать частями, примерно я это делаю в 3-4 захода, для того, чтобы она хорошо размешалась и распределилась вместе с закваской по тесту. Плотная густая закваска плохо перемешивается с жидкостями, поэтому проще всего это сделать именно если добавлять муку частями. Буквально по чуть-чуть подсыпаем, перемешиваем несколько минут, снова подсыпаем и снова перемешиваем. Как только мы вмешали муку, время добавлять сливочное масло. По рецепту понадобится 125 грамм сливочного размягченного масла, которое нужно будет добавить небольшими кусочками и после каждого кусочка повымешивать тесто около минуты. Всего я разделила масло примерно на 8 кусочков. Ну и сразу отвечу на вопрос, можно ли такую сдобу сделать было просто на стопроцентной закваске. Зачем переводить ее в 50%, зачем все это лишнее делать? Дело в том, что в этом тесте очень много масла и присутствуют яйца. Это тяжелое сдобное тесто. И для того, чтобы оно хорошо поднималось, нам нужно в закваске больше дрожжей. Поэтому мы переводим закваску из 100% в 50%, потому что в плотной закваске дрожжевой состав больше, и она лучше поднимает такое тяжелое тесто. Благоприятная температура ферментации вы сейчас видите на экране. Это очень важно, соблюдать температуры для теста, особенно для сдобного. Оно будет подниматься несколько дольше, поэтому соблюдение температур даст вам гарантированный результат. На данный момент я округляю мое тесто, собираю его вот в такой комочек. Оно очень приятное, очень эластичное, мягкое, совершенно не прилипает к рукам. Смазываю миску свою растительным маслом на всякий случай и перекладываю тесто в миску, накрываю его крышкой, и на данном этапе оно будет стоять при температурах, которые я показала ранее, около 2 часов. Через 2 часа мое тесто выглядит вот таким образом, оно немножко расслабилось и даже снизу видны какие-то первые признаки брожения. Оно выглядит очень хорошо, блестящее, ароматное. На данном этапе я его накрываю крышкой и убираю в холодильник на 1 час. За это время вся полностью ферментация не остановится, но тесто станет более прохладным и с ним будет легче работать.
А выпекать сегодня я буду одну из своих плетенок вот в такой керамической форме от компании One More. Такая форма идеально подходит не только для выпечки хлеба, но и для кексов, мясных рулетов, булочек и многого другого. Прекрасное гладкое покрытие не выцветает и помогает поддерживать форму в чистоте. Эта форма придаст уют и очарование вашему дому, создавая теплую гостеприимную атмосферу. Гладкое антипригарное покрытие этой формы гарантирует легкое высвобождение продуктов, поэтому ее легко мыть как вручную, так и в посудомоечной машине. А в это время тесто у меня уже постояло и отдохнуло в холодильнике, стало более холодным, и с ним теперь очень удобно работать. Присыпаем стол небольшим количеством муки и выкладываем тесто на стол. Посмотрите, как легко вынуть тесто, когда оно холодное. Оно просто на ощупь как пластилин. Выравниваем его в форму, чтобы булочки получились одинакового размера, и разрезаем булочки на глаз. Если вам принципиально важно, чтобы булочки были полностью одинаковые, то, конечно, тесто можно взвесить. Я делаю для себя, поэтому делаю на глаз. Форму я уже застелила пергаментной бумагой, моя пергаментная бумага не прилипает, и с ней будет более удобно вынуть плетеночку из формы, потому что плетенка очень нежная и влажная. Форму я поставила наверх так, чтобы я ориентировалась по размеру своей плетенки и раскатываю тесто, ориентируясь опять-таки на размер формы. Раскатываю я ее в большой прямоугольник, достаточно тонкий, тесто хорошо раскатывается, и оно действительно похоже по консистенции и по работе, как будто оно пластилиновое. Первую плетенку свою я буду делать вот с таким джемом. Чем гуще ваш джем, тем лучше. Выкладываем небольшое количество джема на тесто и тонким слоем распределяем его по всей поверхности. Если джема будет слишком много или он будет слишком жидким, то плетенку будет формировать не очень удобно, и в процессе закручивания она будет разваливаться и будет все это размазываться, в общем, будет просто неудобно. Поэтому небольшое количество – это все, что нам нужно здесь. Проверяем конец теста так, чтобы он не прилип, и начинаем скручивать тесто в рулет. Делать это нужно без натяжения, но достаточно плотно, чтобы рулет сохранял свою форму, не расползался, не разваливался, но при этом, чтобы он и не рвался. Как только рулет готов, нужно нам его поделить на две равные части. Проще всего это сделать либо шпателем, либо острым большим ножом. Разделяем тесто на две половинки, делаем это аккуратно. Чем аккуратнее разрежем, тем аккуратнее будет конечное изделие. Дальше разворачиваем наши разрезанные полосочки джемом вверх и накидываем их друг на друга с нахлестом, так что получился крестик. И затем концы уже скручиваем так, как нам хочется. Обычно я делаю либо 2, либо 3 завитка. Очень удобно, что тесто по-прежнему холодное, оно хорошо держит форму, не расползается, и весь этот процесс будет более у вас аккуратный, если тесто будет по-прежнему прохладное. Подхватываем плетеночку и перекладываем ее в форму. Накрываем форму пленочкой и оставляем тесто на расстойку. На расстойке тесто будет стоять достаточно долго, около 5 часов. А теперь давайте приготовим начинку для второй бабки. Здесь у меня 50 грамм сливочного масла, оно очень мягкое, комнатной температуры. Сюда же я добавляю 5 столовых ложек сахара и 1 столовую ложку корицы. Все это хорошо перемешиваем лопаткой до состояния однородной такой пасты. Вот так она должна выглядеть. Масло должно быть достаточно мягкое, так чтобы паста можно было размазывать. Она должна держать форму, но должна легко распределяться по тесту. И повторяем весь процесс снова со вторым кусочком теста. Я его также распределяю по муке. Выпекать я буду уже в металлической форме, она такого же размера, я ее также закрыла пергаментной бумагой. Тесто по-прежнему очень хорошее, холодное, прохладное и очень хорошо гнется и формируется. Распределяем начинку по всему тесту, проще всего это делать вот такой лопаткой. Планируйте приготовление этого теста заранее, потому что тесто сдобное, с большим количеством масла и яйца здесь, и такое тесто поднимается дольше, чем обычное тесто на закваске на хлеб. Еще раз хочу обратить ваше внимание на благоприятную температуру ферментации. Не нужно бояться этих температур, ничего не разрушается, никакой глютен при этих температурах. Все прекрасно поднимается. Если температуры будут ниже, то ваше тесто будет подниматься слишком долго. При таких температурах тесто у меня стояло около 5 часов до полного подъема. Это уже после того, как я поставила его на ферментацию. Итак, моя вторая бабка закончена. Повторяем процесс и ставим его тоже на расстоечку. У меня прошло уже 5 часов. Посмотрите, как выглядят мои плетеночки. Они очень хорошо поднялись, они должны увеличиться как минимум в 2 раза.
Свою плетенку с джемом я сверху еще украсила лепестками миндаля. Это опционально, однако миндаль очень хорошо подходит по вкусу. И ставим в заранее разогретую духовку на температуру 180 градусов по Цельсию, 350 по Фаренгейту на 35-40 минут. И посмотрите на эту плетеночку, она просто безумно вкусно пахнет и замечательно выглядит, очень по-праздничному. Сверху я ее смазываю сиропом, пока она все еще горячая. Если в этот момент ее смазать сиропом, то плетенка потом будет блестеть. Здесь у меня в сиропе очень простой сироп базовый, 4 столовые ложки жидкой части из-под абрикосового варенья, и я туда добавила 4 столовые ложки воды. Все это хорошенечко перемешала и смазала свою плетенку сверху. То же самое я сделала и со второй плетенкой. Эти бабки получаются очень нежными, ароматными, в меру сладкие, сверху пропитаны нежным сиропом, что придает им дополнительную влажность, но при этом они совершенно не мокрые. Очень ароматное тесто и сильно напоминает тесто на кулич. Тот факт, что мы поменяли закваску и сделали ее более плотной, более сладкой и более наполненной дрожжами, действительно имеет очень хорошее воздействие на тесто, и тесто получается безумно ароматное и вкусное. Ну и, конечно, керамическая форма от One More сделает любую бабку еще более праздничной и красивой на вашем столе. Ссылочка на форум будет в описании, а если у вас остались какие-то вопросы по рецепту, то я рада всем ответить в комментариях.